Посмотрите на Соединенные Штаты в 2026 году. Президент Дональд Трамп требует у Дании продать Гренландию, грозится вернуть Панамский канал, гонит авианосцы к берегам Ирана. Доллар по-прежнему деньги всей планеты. Американская армия – сильнейшая в истории человечества. А 5 самых дорогих компаний мира – почти все американские. Картина абсолютной, несокрушимой силы. И каждый второй сегодня уверяет, что эта махина вот-вот рухнет. Тычут пальцем в график госдолга, который растет на десятки тысяч долларов каждую секунду, и пророчат: все, доллар обвалится. Считайте, в каком году. Так вот, сразу честно, это видео не про это. Я не буду пугать вас крахом доллара уже этой осенью. Таких роликов тысячи, они выходят десятилетиями, и до сих пор все до единого оказывались враньем. Доллар так не падает, потому что великие державы вообще не рушатся в один день из-за какой-то цифры в отчете. Они уходят иначе. Они надрываются. Тихо, изнутри, под тяжестью собственного величия. Так сошли со сцены Голландия и Британия. И вот что по-настоящему тревожно. У этой болезни есть один точный симптом. По нему историки за версту распознавали великую державу, которой уже подписан приговор. В 2024 году Америка перешла этот рубеж. Впервые за всю свою историю, и почти никто не обратил внимания. Что это за рубеж, покажу чуть позже. И вы поежитесь. А за эти минуты вы увидите по шагам, где на пути к закату Америка стоит прямо сейчас и что ее добивает. Досмотрите до конца и поймете, рухнет ли доллар на самом деле и кто уже готовится занять освободившийся трон. И прежде чем вы махнете рукой, мол, США далеко, мне-то что, задержитесь на секунду. Доллары лежат в резервах вашей страны, в вашем банке, а у кого-то и дома в ящике, хоть в России, хоть в Казахстане, хоть в Армении. Когда зашатается Америка, до вас это докатится. Подорожавшим импортом, скачком курса, обесценившимися накоплениями, ставкой по кредиту. Так что эта история не про чужую страну за океаном, это история про ваши деньги. И чтобы понять, насколько все серьезно, давайте разберем эту машину по винтикам, как она работает и где уже трещит. Начнем с простого вопроса. Почему Америке вообще позволено жить в долг, который невозможно вернуть? После Второй мировой США сделали свой доллар деньгами всей планеты. Чтобы купить нефть, металл, зерно, любой стране нужны доллары. А печатать их может только Вашингтон. Это все равно, что получить право печатать деньги, которые обязаны принимать в любом магазине мира. Занимай сколько хочешь. Желающих одолжить сильнейшей экономики всегда в избытке. Десятилетиями за это ничего не было, но именно эта сила и стала ловушкой. Потому что у бесконечного долга все же есть предел, и Америка к нему подошла вплотную. Так вот, что это был за рубеж? Тот самый, который Америка перешла в 2024. Чтобы понять, начнем с цифры, которые все так любят пугать. С самого госдолга. Сегодня он почти 40 триллионов долларов. Чтобы это не было пустым числом, переведу. Это примерно 115 тысяч долларов на каждого живущего американца, на новорожденного, на старика, на каждого. Это больше, чем вся гигантская экономика страны производит за целый год. Вообразите человека, который должен больше, чем зарабатывает за год, и при этом каждую секунду залезает в долг еще глубже. Но сам долг – это еще половина беды. Беда прячется в процентах по нему. В 2026 году одни только проценты перевалят за триллион долларов. Это 88 миллиардов в месяц. Знаете, чему это равно? Тому, что страна тратит на оборону и все образование вместе взятые. То есть Америка отдает кредиторам ровно столько же, сколько на всю свою непобедимую армию и все свои школы и университеты разом. Вот он, тот самый рубеж. Историк Найл Фергюсон вывел жесткую закономерность, которую теперь так и зовут – закон Фергюсона. Как только великая держава начинает платить по долгам больше, чем на собственную армию, ее соперники чуют слабину и идут на нее. Так было перед закатом всех прежних империй.
И вот Америка впервые, и не на месяц, а всерьез, оказалась по ту сторону этой черты. И самое опасное, что назад дороги уже нет. Чтобы оставаться сильнейшей, нужно содержать армию и тушить пожары по всему миру. На это нужны деньги. Денег нет – занимаем. Чем больше заняли, тем больше проценты. Чем больше проценты, тем меньше остается на все остальное, и тем больше приходится занимать снова. Колесо раскручивается само, и с каждым годом быстрее. А войны это колесо только разгоняют. Армия США обходится почти в $900 миллиардов в год, больше, чем у следующих 9 стран мира вместе взятых. Но и этого мало. Трамп предложил довести оборонный бюджет до 1,5 триллиона, больше, чем тратили на пике войны во Вьетнаме и при Рейгане. И эту армию надо постоянно где-то применять. Вот только что США схлестнулись с Ираном, били по его территории, перекрывали Ормузский пролив, через который идет треть мировой нефти, и гнали цены на бензин по всему миру. Чем именно кончится эта война, мы еще увидим, но цена уже ясна. Каждый такой пожар – это снова деньги, которых нет. Снова в долг. Колесо делает еще оборот. Но знаете, где надрыв империи бьет сильнее всего? Не на дальних границах. Дома. Пока Вашингтон вливает триллионы в войны и в проценты, внутри страны рушится кое-что поважнее любой армии – вера американцев в завтрашний день. И цифры тут безжалостны. С конца 80-х доля богатства, которой владеют американцы моложе 40, упала почти вдвое, а у старшего поколения, наоборот, выросла. Впервые за 200 лет 30-летний американец в среднем живет хуже, чем жили в его годы родители. Возьмите главную американскую мечту – собственный дом. В 1991 году первый дом покупали в среднем в 28 лет. К 2025-му этот возраст подскочил до 40. Исторический рекорд. Вдумайтесь, сегодняшний покупатель-новичок одинаково далек и от школьного выпускного, и от первой пенсии. Чтобы вообще потянуть средний дом, теперь нужно зарабатывать под $140 тысяч в год, вдвое больше, чем получает типичный американец. Поэтому каждый третий молодой человек, даже имея работу, по-прежнему живет с родителями, больше, чем было в разгар пандемии. Дом, который для их родителей был просто нормой жизни, для них превратился в недостижимую мечту. И у этой беды появилось даже имя – NIMBY, по-английски «только не на моем заднем дворе». Это когда владельцы домов по всей стране дружно блокируют стройку нового жилья по соседству, лишь бы их собственная недвижимость не подешевела. Старшие, у кого дом уже есть, своими руками захлопывают дверь перед молодыми, у кого его еще нет. И вот что горше всего. Когда эти молодые сами наконец дорвутся до своих квадратных метров, они станут точно такими же, будут блокировать стройку уже для следующих, спасая цену собственного жилья. Система не просто обедняет людей, она их ломает. А когда трещина пошла изнутри, ее замечает весь остальной мир. Десятилетиями доллар казался незыблемым. Центробанки держали резервы именно в нем, потому что надежнее не было ничего. Но в 2022 году случилось то, что все перевернуло. Один щелчок мышью в кабинете где-то на Манхэттене и около $300 миллиардов чужих российских резервов в одно мгновение испарились с экранов. Запад заморозил их и отключил страну от мировой платежной системы. И в эту секунду каждый президент и каждый султан на планете понял одну простую вещь. Его собственный сейф с долларами больше ему не принадлежит. Доллар – это не просто деньги, это рычаг. Сегодня ты в друзьях у Вашингтона, а завтра твои резервы обнуляют одним решением. И мир побежал в то, что нельзя ни заморозить, ни отключить, ни напечатать. В золото. А ведь от доллара уже бежали однажды. В феврале 1965-го президент Франции Шарль де Голль, которому давно претила зависимость Европы от Вашингтона, потребовал обменять $1,5 миллиарда на золото, и Америке пришлось отдать ему 3000 тонн. За Францией потянулись другие. Золото потекло из американских хранилищ, и к 1971-му президенту Никсону пришлось вовсе отменить обмен доллара на золото, чтобы не объявить дефолт.
Но есть разница. Тогда мир бежал в американское золото. Сегодня он бежит прочь от самой Америки. И за этим бегством стоят конкретные шаги конкретных стран. Бразилия за год сбросила американских облигаций на 60 с лишним миллиардов долларов, почти треть своих долларовых резервов, и купила на них золото. Турция за один месяц срезала вложения в американские бумаги на 89%. А в декабре 2022 года произошла сцена еще недавно немыслимая. Председатель Китая Си Цзиньпинь прилетел в Эр-Рияд и предложил наследному принцу Саудовской Аравии платить за нефть не в долларах, а в юанях. И уже через месяц саудовский министр финансов на форуме в Давосе спокойно обронил, что не видит проблемы торговать и в других валютах впервые за полвека. А Россия с 2023 года продает нефть Китаю за юани и рубли. Цифры этот разворот подтверждают. Еще недавно доля доллара в мировых резервах была за 70%. К началу 2026 года она упала до 56, минимума с 1995 года. За 5 лет страны вывели из доллара больше 3 триллионов. А золото впервые обогнало евро и стало вторым резервным активом планеты. Та самая сила империи, ее валюта, которую держал весь мир, начала утекать сквозь пальцы. А чем меньше желающих держать доллар и давать Америке в долг, тем дороже ей занимать. И тем быстрее крутится то самое колесо. Круг замкнулся. И вот здесь я остановлюсь и скажу то, чего не скажут вам продавцы паники. Доллар не рухнет завтра. И послезавтра не рухнет. Америка по-прежнему сильнейшая экономика мира. В любой кризис деньги бегут именно в доллар, как в тихую гавань. Замены ему пока нет. Ни юань, ни евро, ни золото не готовы занять его место хоть завтра. Да и 3/4 своего долга Америка должна сама себе, так что громкого дефолта ждать не стоит. Больше того, крупнейший золотой запас планеты, свыше 8000 тонн, лежит все в тех же США. Так что даже убегая в золото, мир все равно упирается в Америку. Это не обвал, а медленное оседание длиной в годы и десятилетия. Так что любой, кто кричит вам «доллар рухнет в этом году, скорее покупайте вот это», просто торгует вашим страхом. Не верьте. Но именно так империи и уходят. Не со взрывом. Не за один день. Вспомните Британию. В 1945-м она выиграла самую страшную войну в истории. Ее фунт был главными деньгами мира. Над ее владениями не заходило солнце. Но казна была пуста, и вчерашний победитель поехал на поклон к Америке за кредитом. Великий экономист Кейнс, выбивая этот заем, признавал прямо: деньги нужны, чтобы удержать империю, колонии, базы и гарнизоны по всему миру. Британию никто не завоевал, она не проиграла ни одной решающей битвы. Она просто надорвалась и платила по тому займу аж до 29 декабря 2006 года, 61 год спустя, пока однажды не проснулась обычной страной с большими долгами. 300 лет назад также ушел голландский гульден, потом британский фунт. Сегодня очередь доллара. Сложите теперь все, что мы разобрали. Долг, который пожирает страну изнутри. Войны, которые не по карману, но которые нельзя бросить. Молодежь, потерявшую веру в завтра. Мир, тихо уходящий из доллара в золото. Это не 4 отдельные проблемы. Это один диагноз. Имперский надрыв. Та же болезнь, что свела со сцены Голландию и Британию, просто на куда более огромном теле. Рухнет ли Америка завтра? Нет. Останется ли она той всесильной империей, какой ее привыкли считать? По всем законам истории уже нет. Весь вопрос в том, сколько это займет, и как больно отдастся всем нам, кто живет в мире, построенном на долларе. А теперь к вам. Как думаете, США удержат корону еще на наш век, или мы уже живем в эпоху их заката и просто пока этого не замечаем? И главное, что бы лично вы сделали со своими сбережениями, если корона и впрямь зашаталась? Напишите в комментариях, мне правда интересно, кто что думает. А если этот разбор заставил вас иначе взглянуть на привычные новости, подпишитесь. В следующий раз разберем, кто уже стоит в очереди за освободившимся троном и способен ли вообще хоть кто-то его занять.